лазере сильный ветер, обычно вы сталкиваетесь с такой проблемой. Особенно, когда вы как следует добиваете оттяжку, вы начинаете идти, и лодка у вас становится в левентик. И что с этим делать, непонятно, потому что ветер тянет назад так сильно, что рулем ничего сделать не получится. Я хочу показать самый простой способ, как выходить из левентика. Если вы в нем оказались, то обратите внимание на воду, что ваша лодка сейчас идет задним ходом. Раз лодка идет задним ходом, то вы можете применять такое же руление, как при любом другом заднем ходе. То есть я сейчас снова встану в левентик. И на заднем ходе у нас все наоборот. Хотим увалиться, рулит себя. Травили парус, рулит себя и лодку сразу разворачиваем. Обратите внимание, что если вы будете просто робко добирать ход, чтобы пойти, вас снова приводят и ставят в левентик. Сильный ветер так делать нельзя. Поэтому опять, да, у нас тут начинается вот это любимое. Рулит себя, ход отпустили, ждем. Вы чуть дождались, зафиксировали. И прежде чем пойти, подбираем ход и резко тут же открениваем. И вот лодка стала на путь. То есть надо немножко набрать хода резко для того, чтобы зафиксировать ее. Вот и все. Проблемы с зависанием при высоте чаще всего происходят в реальной жизни, даже поворота. Или вот у меня просто вот так от него не получается мне встать на галс. Окей, делаю то, что я вам показывал. И очень важно, что увалиться надо с запасом. Если вы увалите строго до бейтмента, ничего не получится. Увалились с запасом, набрали ход, и пошли. Да? И вот что я хочу сказать. Поворот. Мы делаем поворот и стали в левентик. Почему? Потому что не было хода. Была слишком маленькая скорость, и ветер нас просто снес. Поэтому для того, чтобы нормально делать ветер, обязательно нужно немножко разогнать. Если ветер такой, то вообще уже не открестить. Да? Как вы потравите пару, дайте пару, чтобы он не видно встанет, он трепещет, но лодка пошла. И теперь мы собираем лодки, делаем поворот, пролетаем, скидываем побольше и даем лодке увалиться подальше, дальше гоночного бейта. Открыли, устались, и так не зависим в левентике. Любой ветер, даже когда веса не хватает. Еще один небольшой лайфхак, как сильный ветер добить оттяжку. Понятно, что если вы до старта или просто стоите, вы можете вот так все отпустить и добить, да? Но положим, вы уже начали движение или обогнули нижний дна, и оттяжка у вас потравлена. Я делаю так. Первое, это очевидно, нам нужно добрать блок, единственное, надо попробовать в этот момент ненадолго, чтобы не было единственного вверхи. Единственное, что делаю, сколько можно, да? Но этого мало. Смотрите, я скидываю дип, и видите, он вверх пошел. Чтобы сделать еще больше, я делаю так. Поднимаю одну ногу из ремня, наматываю покороче на руку, упором вот так вот забиваю. Это, конечно, для меня замедляет, но зато всю малировку я могу пройти нормально. Самое главное, что при прохождении ветер больше 10 метров на этой лодке, то ее невозможно откренить. Вы вешаетесь, и вам ее не откренить. И вы понимаете, что это спорт на этой яркости. Надо принять, что ее нельзя откренить, и это не может сделать никто. Ни вы, ни олимпийские спортсмены. Поэтому главное в том, чтобы понять, насколько вам нужно набрать и насколько скидывать. То есть ваша динамика в том, что вы все время собираетесь скидывать ход, таким образом, чтобы держать лодку на одинаковом крене, по возможности небольшом. Лучше чуть-чуть держать ее поставленной всегда, пусть
парус споласкивает. Я вешу 52 килограмма. Что я с этим делаю? Ветер сильный. Но я иду хоть как-то. И если надо, прилетает порыв, я скидываю еще. Ослабляется крен ушел, да, я опускаюсь в воде, я подбираю. Как только крен устанавливается, надо вовремя скидывать его. Вот и вся магия. Ну и последняя, может быть, главная проблема сильный ветер у новичков, это как вообще на этой лодке увалиться. Ну, наверное, очевидно, что первым надо сделать натяжку гика, иначе вы упадете и не увалитесь. В идеале надо скинуть конюхем, хотя бы пока просто ослабить, чтобы не порвать парус. Для самого хождения в плане для маневра это не так важно. Сверху можете забить. Поднимите потом, а можно его вообще не трогать. И, значит, чтобы провести этот маневр, вам надо начать движение. Нельзя увалиться с места. Поэтому вы разбираете парус, самое важное, чтобы увалиться, надо потравить ход вперед маневра. Скидываете ход, и мы можем увалиться. Вот, поехали. Вы добрались, как раз перевернуло. В этой яхте креном в этот вечер вы управляете, да и рулежкой во многом ходом. Подобрали, кинула под ветер в прямой. Затравили, кинула на ветер и на увал. Ногу перенесли оттуда ремень и спокойненько кайфуем и едем по волнам. Попрактикуйте это в теплую погоду, когда не холодно и не страшно, если что перевернуться, страх уйдет и останется чистый кайф. И поэтому для того, чтобы не перевернуться, весь трюк заключается в том, что нужно четко зафиксировать руль и спот. Руль прямо, а спотом нужно поймать момент, чтобы он не переправлен, вы не упали на ветер и не передох. Я сразу вернул руль назад, чтобы не оказаться в сталкивании и не упасть в воду. И на опыте надо тренироваться, повторим назад, я упал. Перебрасываю, ставлю руль. Меня, видите, потянуло, потому что вход верил. Потравили аккуратненько. И стали на музыкал. Вот и все. Довольно неочевидный момент заключается в том, что ходить обратно флагштоком надежнее и спокойнее, чем обычно. То есть, когда вы уваливаетесь дальше флагштоком, уже споты подобрать обратно. Не стоял. Почти что ровно на 90, даже чуть более. После этого вы включаете телефонную скорость, собираете понятный скорость, и скорость, спокойно и надежно, на гладкой навигационной волне. Вот. Это надежнейший жилой банк для того, чтобы при нем башне очень легко не будет обкатывать, не свалиться на ветер. И очень часто, и даже в большинстве случаев, перевороты на ветер именно из-за этого и происходят. Поэтому можно чуть-чуть выйти на башню, повысить скорость, потом потравить, чтобы голова на повалиться, ставить на обратно, скорость
И если не хватает, можно чуть перевести корпус вперед, чтобы поехать. Да, конечно, да. Именно на обратно.